Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хотел бы поделиться с вами своим опытом ханингования отверстий в муфтовом соединении двух роторов турбин. Задача нам ставилась интересная. Необходимо было выполнить совместное шлифование черновых отверстий двух смежных деталей с заданной точностью диаметра отверстий, с заданной конусностью и овальностью, а также с высоким качеством шероховатости поверхности. Для выполнения работы было приобретено оборудование американской фирмы Sannen, подробности о котором смотрите в описании к ролику. Ханингование – это вид абразивной обработки конических и цилиндрических поверхностей, который позволяет устранять шероховатости на поверхности заготовок, корректировать их геометрическую форму и повышать точность их габаритных размеров. Итак, возвращаясь, как мы видим на столе у нас приспособление, именуемое ханинговальная головка. Она состоит из штока, посредством которого передается крутящий момент от дрели к головке. Сразу хотелось бы отметить, что дрель необходимо низкооборотистая. Из шарнирного подвеса, обеспечивающего плавность хода без перекосов в двух плоскостях. Головки, на которой расположены комплект ханинговальных брусков, два из которых рабочие, с абразивом оксида кремния или алюминия, я в этом не сильно разбираюсь, и двух направляющих брусков, изготовленных из магниевого сплава, ну или что-то типа того, которые задают направление и изнашиваются по мере износа рабочих, то есть абразивных. При этом абсолютно не портят ханингуемую поверхность, а попутно выполняют еще роль щеток, удаляя мусор и стружку. Таким образом, все 4 бруска располагаются в пазах соответствующих, на дне которого есть конический штифт, который, перемещаясь в осевом направлении, выдвигает или утопает бруски в радиальном направлении. Таким образом, вращая вот этот регулировочный винт, мы можем регулировать диаметр ханингования. Сразу отмечу, что несмотря на ручную регулировку от брусков, ханингование выполняется с точностью, сравнимой с пределами точности измерения в машиностроении, то есть это 1/100 доля миллиметра. Далее, друзья, переходим к процессу, собственно, ханинговки. Мы видим здесь, у нас уже собрана полумуфта, отверстие выставлено в максимально качественное положение и совмещены оси между ними максимально, насколько это вообще допустимо в данной ситуации. Вставляем приспособление ханинговальную головку в отверстие. Максимально раздвигаем камни, бруски. И не забываем о смазке. Вот о смазке, тут даже тема, наверное, отдельного целого видео будет по этой смазке, поскольку мы сразу ошиблись и использовали неоригинальное масло для ханингования и имели с этим целую кучу проблем, с этим связанную. У нас расход ханинговальных камней увеличился просто, не просто, наверное, в разы, а в десятки раз. И мы даже не знали, что с этим делать. Вот. После того, как мы нашли оригинальное ханинговальное масло и начали использовать его, все кардинально поменялось. То есть и процесс пошел прямо, таки сказать, на удивление хорошо. Мы даже никто не ожидал. Поэтому, дорогие друзья, используйте только оригинальное масло и никакое другое. Кто бы вам что там ни говорил, что оно же точно такое, что оно ничем не отличается, вот просто там разбавленное масло там какое-то керосином или какими-то составами, и это все то же самое, это все одинаково, это все просто лишняя трата денег. Я вам сразу скажу, не верьте, используйте оригинальное масло. Вот, дальше оно там будет показано. И заказывайте оригинальное масло. От масла очень сильно много чего зависит. Далее мы видим, как низкооборотистая дрель в качестве привода для головки ханинговальной вращает головку, и совершаем небольшие, незначительные поступательные движения для того, чтобы обеспечить равномерный ход головки внутри отверстия. Как вы можете видеть, отверстие после ханингования получается исключительного качества.
Рабочая часть отверстия выполнена с необходимыми допусками и требуемой шероховатостью. И даже вот не видно этого перехода между одной деталью и другой деталью. В процессе работы для контроля отверстий нами использовался микрометрический нутромер индикаторного типа. То есть засовывается он внутрь и такими движениями вдоль отверстия и поперек можно измерить предельные отклонения диаметров от номинала вдоль всей оси. Далее вы можете видеть, как производится контрольный замер отверстия на соответствие диаметру заданному чертежом. И, соответственно, видите предельные отклонения, которые не превышают допустимые чертежные значения. То есть нутромер и вдоль оси, и в разных плоскостях, то есть вертикальная, горизонтальная плоскость. Таким образом вы видите, как несложно выполняется эта работа, на первый взгляд трудоемкая и страшная. И несмотря даже на то, что номинальный диаметр изготовленных отверстий, скажем так, в черновую с завода, отличался от окончательного диаметра по требованиям допуска чертежа где-то около 0,25 мм. И мы всю эту величину, скажем, отханинговали с помощью вот этого приспособления, с помощью ханинговальной головки Sannen. И скажу вам честно, очень даже остались довольны и результатом, и самим процессом. В заключение хотелось бы сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте каналу в продвижении расти и набирать популярность. Спасибо за внимание, всего доброго.